Привет, ребята, это Настя. Сегодня я хочу с вами поговорить о моих отношениях с смартфоном. Они у нас достаточно сложные. Я каждый год, каждый месяц пытаюсь меньше времени проводить с телефоном. Иногда у меня это очень хорошо получается, иногда хуже. В общем, на мое последнее видео про интернет-зависимость пару ребят написала и полайкала, что «А как же сила воли? Зачем ты ограничиваешь интернет разными устройствами? Просто практикуй силу воли». Вот nope, guys, nope. Это так не работает. Смартфоны сделаны так, чтобы вызвать в тебе поведенческую зависимость. Тысячи, десятки тысяч людей работают над каждой маленькой функцией телефона, устройства и приложения, которое заставит тебя проводить максимальное количество времени за ним. И да, хотя это не то же самое, когда мы пьем или употребляем наркотик, который сам химически приходит в нашу систему и вызывает вот эту химическую зависимость, поведенческая зависимость, конечный результат тот же самый, это химическое изменение мозга, потому что поведение, которое ты делаешь, меняет химию в твоем головном мозгу, поэтому сила воли при определенной стадии, когда ты привык использовать телефон, это просто не работает. Одна вещь, которую я хотела сказать, я тут недавно прочитала, что Стив Джобс не разрешал своим детям использовать iPad. Какой умный чувак, потому что он понимал, что они создали. Знаете, есть мантра, выражение наркодилеров «Don't get high on your own supply». В общем, не переведу. Вот это именно то. И у меня есть несколько правил, которыми мы тут и там следуем. По крайней мере, сейчас я выписала их, получилось 9. Я хотела их с вами поделиться. Может быть, вы что-то возьмете для себя в свою жизнь, что вам поможет меньше времени проводить в телефоне. Number 1. Какие приложения у вас стоят? Вы знаете, что у меня ютубера не стоит приложение YouTube вообще на телефоне уже много-много времени. Я просто его не использую. Почему? Оно очень удобное. Действительно, очень удобное. Оно мне помогает бесконечно смотреть видео, потому что так удобно им пользоваться. Если мне нужно абсолютно посмотреть какое-то видео с телефона, мне очень хочется, мне бывает, что мне хочется, то я просто открываю браузер на телефоне, Safari, и в нем ищу это видео. Это крайне неудобный experience, но это хорошо, что для меня это неудобно, потому что я не продолжаю сидеть. Даже когда я использую соцсети из браузера, то я не залогиниваюсь туда. Например, в YouTube я не залогинена. Из-за того, что я не залогинена, YouTube не предлагает мне даже в браузере какие-то видео, которые могли бы меня заинтересовать. И отлично, я не хочу их видеть. Да, я уверена, что есть сотни, тысячи роликов, которые бы нашлись для меня очень интересными, но когда тогда жить? В общем, я не хочу об этом знать. Еще, кстати, ребят, у меня никогда не было никаких мессенджеров типа Вайбера или WhatsApp. И люди, которые хотят со мной связаться, если это мои коллеги, родственники или друзья, они могут мне позвонить или написать сообщение. Люди, с которыми мы не так близко знакомы, могут мне написать имейл. И все, я не хочу давать еще 10 возможностей, как меня можно побеспокоить. Знаете, какая функция, мне кажется, недостаточно используется сегодня в соцсетях? Это кнопочка «Отписаться», потому что сегодня подписки стали сродни закладкам. То есть я подписываюсь для того, чтобы не забыть, для того, чтобы это категоризировать, но не для того, чтобы активно потреблять этот контент. Мне кажется, что и вот ты подписываешься, все время шум этот идет, вот твоя лента, ты просматриваешь, тебе вроде это сейчас не нужно, но ты подписался, чтобы просто где-то это у тебя было зарегистрировано, чтобы если тебе понадобится, ты мог это найти, и ты все время себя поливаешь вот этим вот шумом. Я отписываюсь от Instagram-профиля, от YouTube-каналов, даже своих близких друзей, если сейчас это не использую, потому что я не хочу этот весь шум на себя потреблять. Вот я вам дам пример. Я говорила вам летом, что я буду в Греции, может быть, будут интересные фотографии, подпишитесь на мой Инстаграм. Если вы подписались, и теперь уже вам не интересно вне Греции мои посты, так отпишитесь, я вам скажу, когда я опять поеду в Грецию, и вы опять сможете подписаться. То есть это всегда должно идти динамично. Я, когда, например, нахожу какой-то канал, особенно образовательный, который я знаю, может быть, мне будет необходим в будущем, я не подписываюсь с него, а просто добавляю мне в закладках папка академическая, и я добавляю туда вот учебные каналы. Дальше это имейл. Какое-то время назад я перестала проверять почту на телефоне. Как и все вещи, о которых я читаю, пытаюсь имплементировать на себе и рассказываю вам, у меня все идет это периодами. То есть вначале я удалила почту, но через какое-то время к ней вернулась. Потом я пыталась реже проверять. Опять не получалось. Я опять возвращалась к регулярной проверке. Еще реже. Вот постепенно. Прошло 2 года, ребят, все, я уже, наверное, полгода действительно полностью поменяла свое поведение. И у меня нет почты на телефоне, я ее не проверяю. И
я по ней совершенно не скучаю. Хотя реально первый год мне было очень сложно на постоянной основе это делать. Почему я не проверяю? Потому что если я не имею возможности ответить, а чаще всего большинство имейлов мне нужно сесть за компьютер, чтобы на них ответить, то нет смысла читать это впрок и сейчас забивать свои мысли этим, когда придет момент отвечать, и тебе опять придется продумывать этот ответ. Оповещение, опять что-то, о чем я говорила уже много лет. И мне очень интересно, те из вас, которые слышали, что я об этом говорила, сколько из вас полностью отключили оповещение, кроме самого телефона и просто обычных сообщений. И сколько из вас все еще имеет оповещение? Проголосуйте, пожалуйста. Дальше это иметь полностью свободные от телефона зоны. Например, в прошлом январе мы с Ромой договорились, что у нас в спальне не будет никогда телефонов и не будет никогда компьютеров. У нас есть в спальне iPad, но он не подключен к телефону, мы его используем только для того, чтобы читать книги с iBooks. Телевизор вообще, мне кажется, немыслимым иметь в спальне, и мне вообще кажется, это такая вещь из 90-х. Окей, извините, если у кого-то из вас есть телевизор в спальне, я такое говорю, но не знаю, короче. Кстати, сделаем голосование, у вас есть телевизор в спальне или нет? Кроме этого, вы знаете, что мой рабочий стол — это всегда зона, свободная от смартфона. Смартфон сложен где-то в другой комнате, если я дома, или в рюкзаке. И вещь, которую я с пока ограниченным успехом пытаюсь имплементировать, это ужины, обеды, особенно когда мы в кафе, именно когда мы в кафе без телефона. Вот это именно пример как с мейлом. Я буквально несколько месяцев назад начала эту тему толкать, что мы должны вот так измениться, но пока, вот, даже я должна признаться, что пока больше я использую телефон во время еды, чем не использую, но я себя знаю, мне нужно просто пару лет себя толкать в этом направлении, и в конечном итоге это будет немыслимо, что я использую телефон за едой. Ну, еще момент с телевизором и телефоном, это что-то, чего я избавилась года 3-4 назад, когда я начала читать про многозадачность, я никогда не смотрю в телефон, когда играет телевизор. Даже если я хочу это сделать, то тогда я выключу телевизор и буду смотреть в телефон, но никогда не одновременно, потому что, я это стала делать из соображений того, что многозадачность давала мне туман в голове и делала меня очень уставшей, и вот ничто другое, как когда два источника борются за мои лингвистические центры. А когда я читаю телефон, я смотрю, это лингвистический, восприятие текста, это задействует также лингвистический центр. И когда идет фоном речь, которую я понимаю, это то же самое. Для меня это очень быстро делает меня уставшей. Это многих людей делает очень быстрыми уставшими. Если вдруг это очень старые видео 2-летней давности на канале, но если вы чувствуете туман в голове и усталость очень рано в начале дня вас настигает, и вы многозадачите, то обязательно посмотрите эти видео, потому что они меня из огромной когнитивистической ямы на тот момент вытянули, и это именно то, почему я вообще начала этот канал, и почему я сменила профессию, потому что у меня вот именно эта проблема с многозадачностью была. Если вы чувствуете, что слишком много сидите в телефоне и хотите меньше времени проводить за ним, то я вам предлагаю сделать следующее. Скачайте приложение Moment или Quality Time, или еще есть другие, я напишу их названия внизу в инфобоксе. Скачайте какое-то из этих приложений, установите на телефон, оно будет тречить, сколько времени вы провели в телефоне, сколько раз вы открыли unlock, то есть, сняли пароль с телефона, и сколько минут вы в нем провели за день. И вот, например, сегодня понедельник, просто посмотрите, сколько вы часов за день проводите в телефоне, потому что это уже одна цифра может стать очень мотивирующей. И дальше со вторника, например, выберите для себя какие-то из этих правил, подумайте, какие-то, может быть, для вашей конкретной жизни более актуальные, выберите какие-то правила, попробуйте им следовать неделю и замерьте через 1 неделю, опять с этим же предложением, сколько вы теперь проводите времени в телефоне. Я надеюсь, что, может быть, это вам поможет тоже как-то сократить это время. Давайте будем пытаться делать это вместе. Если у вас есть какие-то подобные правила или советы, буду рада, если вы поделитесь со мной и с остальными. Это все на сегодня, ребят. Я сейчас в Италии. Опять же говорю, что если хотите смотреть эти фотографии, то они будут в Инстаграме. Но также не забудьте отписаться от моего Инстаграма, если вы просто на него подписались, чтобы, не знаю, как в закладке положили, вы всегда сможете его найти, а даже если не сможете, ничего страшного не будет. Вот, все, до четверга. В четверг я вам покажу свои или учебники, или новый байндер для следующего семестра. Это все, пока.